Фишер-Айленд – это самый дорогой адрес в мире и одно из самых закрытых мест в США. Самое большое число миллиардеров и мультимиллионеров на квадратный метр на планете живет именно здесь. Окруженный пляжами из песка, привезенного с Багамских островов, засаженный пальмами и орхидеями, завезенными с Индийского океана и из южной части Тихого океана, наполненный криками туканов и макао в клетках. Специальные служащие ежедневно выносят клетки на свежий воздух. Так сказать, выгуливают птиц. Остров Фишер прозван «Островом мечты». Все началось в 1906 году, когда город на воде начал свое административное существование. 12 лет спустя владелец острова Герман Уокер продает его Дани Дарсей, первому афроамериканскому миллионеру. Дарсей, в свою очередь, перепродает его Карлу Фишеру, королю недвижимости, и площадь для застройки растет, как на дрожжах. Но год спустя Фишер видит чудо корабельного дизайна – 250-футовую яхту Уильяма Вандербильта, частого гостя солнечного побережья. «Ваша яхта в обмен на мой остров». Легендарная сделка состоялась в 1920 году и передавала во владение Вандербильта 3 гектара островной земли, которые вскоре удваиваются. В 1936 начинается строительство роскошной резиденции в средиземноморском стиле с плеядой гостевых домов, изящных павильонов, бассейнов, теннисных кортов и искусно разбитых садов. Ансамбль завершен в 1941 году. Он служит зимней резиденцией семьи и площадкой для блестящих светских приемов. После череды продаж в 40-х годах хозяином поместья становится Гарфилд Вуд, талантливый инженер и изобретатель гидравлической тали. Он провел здесь 25 лет, работая над проектами электрического автомобиля и военных катеров. В 70-е годы владельцы земли и недвижимости сменяются, а с 90-х начинается расцвет в туристической индустрии через Fisher Island Club и его исключительный сервис для жителей и гостей клуба. В 2007-м идет масштабная реставрация исторической резиденции Вандербильтов. К изначальным постройкам добавляются новые здания пляжного клуба и гостиничных вилл. Преобразуется территория гольфа, а здание самолетного ангара превращается в павильон спа и фитнеса. Благоустройство и застройка острова Фишер-Айленд, начавшаяся в 1980-х годах, в настоящее время практически завершена. Рукотворный остров имеет площадь менее 1 квадратного километра и преимущественно геометрические очертания береговой линии. Большинство местных жителей и туристов в Майами имеют возможность видеть этот остров только с другой стороны пролива, и не иначе. С высоты птичьего полета на острове можно увидеть запасы топлива в огромных резервуарах. Это место может существовать абсолютно автономно в течение нескольких недель. Паромная переправа на остров похожа на границу. Линии для автомобилей жильцов и гостей отдельно от линий для поваров и нянь, работающих на острове. Поскольку Фишер-Айленд не соединен мостом, добраться сюда можно только по воде. Для этих целей здесь круглосуточно курсирует паром, отправляющийся от терминала Роуд. Стоит также помнить, что поскольку остров частный, сюда нельзя приплыть без приглашения. Поэтому если в списке резидентов клуба не найдется ваших друзей или родственников, единственным способом побывать здесь останется аренда роскошного номера в здешнем отеле, цена за ночевку в котором иногда составляет более $1000. В центральной и северо-восточной части островной территории расположены игровые поля для гольфа с 9 лунками, с искусственными водоемами и изысканным ландшафтным дизайном. В южной части острова находится 18 теннисных площадок, оборудованных системой вечернего освещения. По периметру гольф-полей проложены пейзажные аллеи, вдоль которых живописными группами расположены малоэтажные жилые дома с открытыми бассейнами и декоративными зелеными насаждениями. На острове есть несколько отельных комплексов класса люкс, начальная школа, почтовое и банковское отделение, продовольственный магазин и рестораны изысканной кухни. Фишер-Айленд – одно из немногих мест в мире, на территории которого основным транспортным средством являются электромобили. В юго-западной и южной части острова сооружены причалы для яхт и прогулочных катеров, способных принимать частные яхты. В восточной части Фишер-Айленда на берегу Атлантического океана оборудована комфортабельная курортная зона отдыха с уютным 700-метровым пляжем. Для максимального комфортного проживания на острове построены необходимые инфраструктурные объекты общественного и хозяйственного назначения, которые обслуживают персонал численностью 500 человек.
За право пользоваться всем этим необходимо заплатить $250 тысяч в год. Местные рестораны не берут денег или кредитных карт. Каждый житель открывает в ресторане свой аккаунт, на который кладет деньги, и потом их снимают при посещении заведения. 10-15% жителей острова – россияне или люди с российскими корнями, использующие для общения русский язык. На острове Фишера есть еще одно строгое правило. За какими бы офшорами и компаниями не были спрятаны имена владельцев местной недвижимости в официальных документах, вы обязаны на своей квартире написать свое настоящее имя. Это правило особенно не нравится российским чиновникам, у которых на острове тоже есть квартиры. Этот остров отдавали за долги и меняли на яхты. Какое-то время Фишер-Айленд принадлежал знаменитой семье магнатов Вандербильт. Им даже владел Ричард Никсон, как раз перед тем, как он стал президентом США. Здесь свои правила и в чем-то даже свои законы. Ограничение скорости не такое, как везде в США. Ровно 19 миль, около 31 километра в час. Нечетная цифра, которая заставляет задуматься и притормозить. Для того, чтобы приятно провести время и хорошо отдохнуть, на остров Фишер приезжают только очень богатые люди, миллионеры-предприниматели, звезды кино, спортивные чемпионы и прочие. Проживают звездные туристы на Фишер-Айленд в роскошных комнатах, оборудованных в отреставрированной резиденции Вандербильтов, а также в гостевых домах. Помимо этого на острове построено несколько комфортабельных современных вилл. С островом связано немало курьезных историй. Кубинские нелегалы, пробирающиеся ночью на лодках в Майами, часто путают Фишер-Айленд с материковой частью города и высаживаются на остров, не зная, что оттуда не убежать. Нелегалов на острове ловят в течение пары часов. Остров постепенно теряет популярность среди американских звезд, но на нем все чаще селятся богачи из России и других стран. Очень много богатых людей из России и Бразилии, которые привыкли разъезжать с охраной в пуленепробиваемых машинах. %30 жителей острова живут здесь круглый год. На острове есть своя пожарная станция. Остров круглосуточно охраняется собственной службой безопасности. Цена на недвижимость варьируется от 800 тысяч до 32 миллионов долларов. На остров нельзя попасть без приглашения его резидента. Охранник встречает въезжающие автомобили в частном паромном терминале, проверяет документы на каждого пассажира в автомобиле и сверяет со списком гостей на гауптвахте. Вот почему здесь полностью отсутствует криминал. На острове всего 700 резиденций, поэтому все жители знают друг друга в лицо. Однако для большей части резидентов остров не является постоянным местом проживания. Это может быть их 3-й, 5-й или 10-й дом. В среднем около 1000 людей проживают на острове, а в межсезонье садовников и домработниц может быть больше, чем самих жителей. Чтобы иметь возможность в полной мере наслаждаться непревзойденным сервисом мирового уровня, резидентам острова необходимо оформить членство клуба Fisher Island Club. Стоимость единовременного членского взноса для вступления в который составляет $250 тысяч. Членство клуба дает привилегии, включающие в себя доступ к эксклюзивному загородному гольф-клубу Южной Флориды, теннисному клубу, изысканным ресторанам, расположенным на острове, спа-центру, салону и оздоровительному центру, причалам, доступ к частному пляжу и пляжному клубу, снукер-клубу, бассейну Вандербильт, а также вы становитесь участником эксклюзивных событий клуба. На острове одностороннее дорожное движение. С острова открываются изумительные виды на все 4 стороны света одновременно. На острове есть собственная обсерватория. Владельцами элитного жилья на Фишер-Айленд являются известные международные финансисты, руководители крупнейших корпораций, а также представители творческой и спортивной элиты, более 50 национальностей. Закрытый и комфортабельный Фишер-Айленд – лучшее решение для тех, кто любит наслаждаться роскошью без лишних глаз и шумихи.